I read a story about an airplane pilot. Я прочитал историю об одном пилоте. He flew every day. Он летал каждый день. One day he was flying over his hometown. Один день он пролетал над своим городом. And he looked down. И он посмотрел вниз. And he said to the co-pilot, И он сказал второму пилоту: when I was a little boy, I was fishing at that lake. когда я был маленьким мальчиком, я ловил рыбу в этом озере. And I would hear the planes come over. И я видел постоянно самолеты надо мной летающие. And I would look up. И я смотрел вверх. Oh, I wish I could be a pilot. И я мечтал быть пилотом. And then the pilot said to his friend, his co-pilot, И тогда пилот сказал своему сопилоту, второму пилоту: you know, but today I would say, I wish I was down there fishing. но сегодня я бы сказал, я бы скорее хотел бы быть внизу в озере, в лодке, ловить рыбу. Being happy and being content can be difficult. Быть счастливым и быть удовлетворенным может быть сложно. Sometimes we find something that we think will make us happy. Иногда мы находим то, что нам кажется, может делать нас счастливыми. But only to find out that when we get it, we're still not happy. Но когда мы находим это или получаем это, мы все равно остаемся не вполне счастливыми. Today we're going to talk about contentment. Сегодня мы собираемся поговорить об удовлетворенности. Because it's difficult to learn. Потому что это не просто выучить, изучить. We live in a world that is not satisfied. Мы живем в том мире, который не удовлетворен. Think about advertising. Подумайте на минутку о рекламе. What is the purpose of advertising? Какова цель рекламы? They want you to buy something, right? Они хотят, чтобы вы что-то купили у них, правда? But what do? Но что они делают? Think about advertising for a new iPhone. Подумайте о рекламе нового айфона. Oh, they show you all the new screen, right? Они показывают вам новый экран, The new functions. новые функции. It's better than the phone you have now, Это лучше, чем то, что у вас есть сегодня. right? You start thinking, yeah, И I want that phone. вы начинаете думать: да, я хочу этот iPhone. The phone I have now, it's old. Тот, который у меня, староватый. I need the new one, Мне нужен новый. right? The purpose of advertising is to try to make you not be content. То есть цель этой рекламы сделать вас не вполне удовлетворенными. But we can be dissatisfied with all kinds of things in life. Мы можем быть неудовлетворенными любыми вещами, всеми вещами в этом мире. Maybe we're not happy with our job. Возможно, вам не нравится ваша работа. We're not happy with our money. Вам недостаточно денег. We're not happy where we're living. Вам не нравится то, где вы живете. Right? And it goes on and on and on. И так далее. Or think about Instagram and Facebook. Подумайте об Инстаграме и Фейсбуке. Right? You look at all these pictures, right? Вы смотрите на все эти фото, And everybody's happy. и каждый кажется счастливым. They look great. Они выглядят хорошо. They're traveling. Они путешествуют. And you're looking at it. И вы смотрите на это. I don't look like that. И я не выгляжу так. I want to go there. Я тоже хочу там быть. I want that new phone. Я хочу этот новый телефон. And actually, research tells us that people who spend too much time on Facebook and Instagram can become depressed. Исследования показывают, что люди, которые сидят в Инстаграме, в Фейсбуке, иногда становятся депрессивными или переживают депрессию. Because they always want what they see, Они всегда хотят то, что они видят. and they're not content people. И они несчастливы, потому что у них этого нет. What about you today? Что можно сказать о вас сегодня? Are you content with where God has you today? Счастливы вы тем, где вы сегодня находитесь? Because today we're going to look at a secret of the Apostle Paul. Сегодня мы хотим посмотреть на секрет апостола Павла. Paul is in prison. Павел находился в тюрьме.
he is going to go to a trial И он собирался быть, он должен был быть судимым before Nero, the перед emperor. Нероном, императором. It's hard for his friends to come visit, Это была очень сложная ситуация, потому что его не все друзья могли его увидеть, and посетить. he's literally tied to the guard. И он буквально был прикован к тому человеку, который его охранял. He's not in a good situation, really, right? Он далеко не в лучшей ситуации, правда? But the church in Philippi is going to send him a gift. Но церковь в Филиппах собиралась сделать пожертвование. And he wants to thank them for this generous gift. И он хотел поблагодарить их за этот щедрый дар, финансовый дар. And so we're going to read Philippians chapter 4, verses 10 through 13. Мы будем читать из Филиппийцам 4 главы 10, с 10 по 13 стихи. And the verses will be on the screen as well. Мы прочитаем из этого перевода. «Я искренне радуюсь, Господи, тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силу». So here's Paul in prison saying that he has learned the secret of contentment. Мы читаем о Павле, который находился в заключении, и то, что он научился быть довольным. If Paul knows the secret of contentment, I want to know what it is. Если Павел знает этот секрет, то я хочу знать, что это, в чем он заключается. How did he learn this? Как он узнал об этом? What did he do? Что он делал? And so the question we're going to answer is, how do we find or reach contentment in life? И вопрос, на который мы дадим ответ, как мы можем найти, узнать о том, как быть удовлетворенным. So what does contentment mean? Что значит удовлетворенность? It's the idea of having enough. Является ли эта идея о том, чтобы иметь всего достаточно? It's a sense of peace that comes from being right with God. Это чувство мира, которое приходит через пребывание с Богом. And knowing that God is in control. И знание того, что Бог все контролирует. Right? It's knowing that God has me right where He wants me. Это понимание того, что Бог, я нахожусь в том месте или в том положении, в котором Бог хочет меня видеть. The Bible speaks about contentment. Библия говорит об удовлетворенности. In 1 Timothy chapter 6:6. 1 Тимофею 6:6. It says, "Godliness with contentment is great gain." А великое приобретение быть благочестивым и довольным. We brought nothing into the world, Мы ничего не принесли в этот мир, and we can't take anything out. и мы ничего не можем забрать из него. But if we have food and clothing, we will be content. Но если у нас есть еда и одежда, то мы можем быть удовлетворенными. Wow, that's not a lot, is it? Это немного, не правда? If we have food, if we have clothing, can we be content? Если у нас есть еда, если у нас есть одежда, можем ли мы быть удовлетворенными? But Paul says, I have learned the secret of contentment. Павел говорит, я узнал секрет, постиг секрет, как быть удовлетворенным. Paul was saying that he was satisfied. Павел говорит, что он был удовлетворенным. He had enough. Он имел достаточно. He was in himself sufficient in the situation. Он был самодостаточным в той ситуации, в том смысле, что ему было достаточно. Because of Christ. Из-за Иисуса Христа, потому что Христос. Can you say that you are content today? Можете ли вы сказать, что вы удовлетворены сегодня?
So how do we reach contentment in our lives? Как нам достичь удовлетворения в нашей жизни? The text says Paul learned contentment. Текст, который мы прочитали, говорит о том, что Павел узнал, как быть удовлетворенным. So it doesn't just come naturally to us. Это не приходит просто естественным путем. Do you know what comes naturally to us? Вы знаете, что значит естественным путем? Complaining. То, что приходит естественным путем, это жалоба, Right? You know what I'm talking about? недовольство. You don't know what I'm talking about? You never Вы complain? понимаете вообще, о чем мы говорим? Вы никогда не жалуетесь, не ворчите. You're always content? Вы всегда удовлетворенные, счастливы. I mean, you've never had a situation where you go, oh man, why is that happening to me? Неужели никогда не было такой ситуации, когда вы думали, что со мной происходит? That's Почему со not мной fair. случилось? Это несправедливо. Oh, I deserve better. А я заслуживаю лучшего, большего. Oh, you've never complained? Вы никогда не ворчали, не жаловались? I mean, think about Paul, right? Подумайте немного о Павле. Let's be honest, right? Давайте будем честными. How many of us would be complaining if we were in prison and it wasn't fair? Давайте будем честными. Сколько из вас ворчало бы, было бы недовольным, если бы вы находились в тюрьме, как Павел? Поднимите руки. Yeah, and you don't always have enough food. Когда недостаточно It's not always еды, comfortable. не всегда I комфортно. mean, we'd be like, God, I'm going to be your best apostles ever. Да. Бог, я самый лучший апостол, когда-либо бывший. But contentment doesn't come naturally. Но вот эта вот удовлетворенность не приходит естественно, просто так, из ниоткуда. So 3 things. Три вещи, которые мы рассмотрим относительно этого, And they'll be on the screen. и они будут на экране. Number 1, we develop contentment in our lives when we find peace and joy in God, independent of the situation. Мы достигаем удовлетворения, если обретаем мир и радость в Боге, независимо от обстоятельств. In verse 11, Paul says, I've lived it with needs, but I've learned to be content. В 11 стихе Павел говорит, что я находился в нужде, но в то же время я научился быть довольным, удовлетворенным. How do we know this? Откуда мы знаем это? If you look earlier in chapter 4, Paul says, rejoice, and again, I say, rejoice. Если мы посмотрим немного ранее, то Павел говорит, радуйтесь, еще говорю вам, радуйтесь. Paul says, do not be anxious for anything. Don't be worried about anything. Не заботьтесь ни о чем, Павел говорит также. He talks about having the peace of God. Он говорит о том, когда мы имеем мир Божий. Paul realized that his joy was in Christ. Он осознает, что его радость в Господе, в Христе. It didn't matter if he was in prison Не имеет значения, ты находишься в тюрьме или нет. or if he was free and he was making tents. Или ты свободен, или Paul was free. всегда Working. свободен. His joy was always in Christ. Его радость всегда находится в Христе. It did not depend upon his circumstances. И это не зависит от окружающих его обстоятельств. Because Paul learned how to be happy with less. Потому что Павел научился, как быть счастливым, имея малое. That's not easy. Это нелегко. Most Christians are not happy with just having their needs met. Большинство христиан недовольны, имея просто Having their basic needs. имея fulfilled. просто основные восполнением основных потребностей. Они недовольны просто этим. Right? They're only going to be satisfied, happy if their wants and desires are fulfilled. То есть они счастливы только тогда, когда их желания реализовываются, исполняются. But Paul was happy with less. Но Павел был доволен, даже имея то, что у него было. In fact, in chapter 1 of Philippians, В главе 3 Филиппийцам, первой главе Филиппийцам, he talks about being in prison, он говорит о нахождении в тюрьме, talks about the guards,
говоря к своей охране, воинам, которые He окружали says, его. hey, I'm in prison, but I'm sharing the gospel. Он говорит о том, что я в тюрьме, но в то же время я распространяю Евангелие. I rejoice because the gospel is being shared. Я рад тому, что Евангелие распространяется. That's amazing. Это удивительно. If you were in prison, Если бы вы были в тюрьме, oh, would you be happy with less? были ли вы довольны меньшим, малым? Paul says in chapter 1 of Philippians, Павел говорит в 1 главе Филиппийцам, if I live, that's good. если я живу, хорошо. But if I die, that's even better. Если я умру, это даже лучше. I'm with Christ. Я буду со Христом. He's happy either way. Он доволен в любом случае. Contentment is focusing or thinking about what you do have rather than thinking about what you don't have. Вот эта вот удовлетворенность, это скорее то, когда вы думаете о том, что у вас есть, вместо того, чтобы думать о том, чего у вас нет. If you think about what you don't have, Если вы думаете о том, чего у вас нет, you're not going to be happy. вы не будете счастливы. You're not going to be content. Вы не будете удовлетворены. Right? You start going, oh, well, I don't have a car. Что ж, у меня нет машины, Oh, like that person. как у того человека. Oh, I don't have a good paying job. У меня нет работы, которая приносит большой доход, Like that person. как у того человека. Oh, I don't have nice clothes like that person. У меня нет хорошей одежды, как у того человека. Oh, I don't have a phone like that person. У меня нет такого телефона, как у другого человека. What are you doing? Что вы думаете? Что You're вы делаете? thinking about all those things you don't have Вы думаете о том, чего у вас нет, rather than thinking about what do you have already. вместо того, чтобы думать о том, что у вас уже есть. What has God already given you? Что Господь уже вам дал? You see the difference? Чувствуете разницу? If you focus on what God has already given you, Если вы фокусируетесь на том, что Господь уже вам дал, you will reach a level of contentment. вы будете развиваться или достигать большей мере этой удовлетворенности. There's a story about a large kind of Jewish family after World War II. Есть одна очень веселая история о евреях, которые After 1947, after the war. после войны 9 of them were living together in one room. 9 человек, 9 евреев жили в одной комнате. And they were arguing, they were fighting. Ну, в общем, они спорили, дрались. And one day, the husband goes to the rabbi. А в один день муж пришел к раввину, учителю. He says, oh, my life is so horrible. Он сказал, моя жизнь просто ужасна. 9 people in one room. 9 человек в одной комнате. There's no space. Нет пространства, нет места. It's not quiet. Так шумно. We're fighting. Постоянно деремся. Oh, what should I do? Что я должен делать? And the rabbi said, И тогда этот учитель сказал, do you have any animals? у тебя есть животное? Yes. Он сказал, да. Do you have a goat? У тебя есть коза? He said, yes. Он сказал, да. Okay, here's what you do. Вот что тебе нужно сделать. You go home Идешь домой, and you bring the goat into the room берешь эту козу в свой дом for 1 week. на одну неделю. And then come back and see me. И тогда приходишь и говоришь, что из этого вышло. Okay, I'll do it. Хорошо, я сделаю. So the man comes back 1 week later to the rabbi. Мужчина пришел неделю спустя к этому рабби. He says, what have you done? Он сказал, что ты сделал? It smells in the room. Так неприятно пахнет. It's horrible. Это просто ужасно. The goat is always loud. Эта коза постоянно шумит. What do I do? Что я должен делать теперь? And the rabbi said, И учитель сказал, now, go home иди домой. and put the goat back outside В общем, выкинь эту козу and come back in 1 week. и приходи через неделю. So the man came back in 1 week. И этот мужчина пришел через неделю Oh, rabbi. и сказал, Oh, the apartment is so clean now. после этого квартира настолько Oh, it чистая, has no smell. нет этого Oh, запаха, man, everything is wonderful now. все отлично теперь. Right? It's a change of perspective. Это просто изменение точки зрения. And sometimes that's what we need. Иногда это то, что нам нужно. Focus on what we have rather than what we don't have.
Фокусируйтесь на том, что у вас уже есть, вместо того, чтобы думать о том, чего у вас нет. Number two, Второе. we can reach contentment when we trust in God's sovereignty over the situation. Мы можем достичь удовлетворенности, когда мы понимаем, что Бог управляет любыми ситуациями. Paul says, I know how to be brought low. I know how to be verse 12. Humble. Humbled. Я знаю, как быть смиренным. Right? I know how to live when I have plenty. Я знаю, как жить, когда у меня есть изобилие всего. I know what it's to be hungry, Я знаю, что значит быть голодным. and I know what it's to live with needs. Что значит жить в нужде, тоже знаю. Paul's been through it all, Он прошел через это все, он был в этих всех ситуациях. but he No. always trusts that God is in control. Но он всегда верил, что Бог все это контролирует. Paul wrote in Romans Павел написал в послании к Римлянам 8:28, 8:28. right? We know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Right? So Paul didn't say that everything that happens to us is good, Павел не говорит, что все то, что с нами происходит, хорошо и благо. but God is always at work. Но Бог всегда работает, действует. God is in control of your life. И Он всегда контролирует вашу жизнь. He knows all things. Он знает все. Paul knew this truth. Павел знал эту истину. And until you believe that God is in complete control of your life, you will not be content. До тех пор, пока вы не поверите в простую истину, что Бог все контролирует, Бог контролирует вашу жизнь, вы никогда не будете удовлетворены. Because if a difficult situation comes into your life, Потому что когда сложная ситуация приходит в вашу жизнь, and you don't believe that God is ultimately in control, и вы не верите в то, что Бог полностью все контролирует, and God knows what He's doing, и Бог знает все, что Он делает, how are you going to be content? как вы собираетесь быть удовлетворенными? You won't. Вы не будете. And you will start complaining. И вы будете всегда жаловаться, ворчать. Why me? Why me? Почему я? Почему это со мной произошло? Why now А, did this happen? Почему это произошло? I deserve better than this. Я заслуживаю лучшего, чем это. I shouldn't have to handle this problem. Я Shouldn't have to. не должен вообще разбираться с этими проблемами. But if you believe that God wants the best for you, Но если мы верим в то, что Бог хочет лучшего для вас, and that God is always working, и Бог всегда работает, then maybe you can change the question. может, и тогда вы можете немножко переформулировать вопрос. Instead of complaining and saying, why? Вместо того, чтобы постоянно ворчать и задавать вопрос, почему. Maybe you can say, God, what do you want to teach me in this situation? Вместо этого лучше спросить у Бога, Бог, что ты хочешь научить меня через эту ситуацию? Now, Paul doesn't mean that we shouldn't do anything in life. Павел не говорит о том, что мы должны делать все в нашей жизни, Because God's in control. потому что Бог все контролирует. Right? Paul doesn't believe in, fatalism. Павел не верит в фатализм, то есть вера в то, что все предрешено и от нас ничего не I зависит. mean, it was Paul who said that we have to work out our salvation. Это тот же Павел, который говорит о том, что мы должны работать над своим спасением. But it's God who works in us Но Бог работает в нас for His good will. для Его или ради Его благой воли. Right? Augustine said it this way. Августин говорил это таким образом. Imagine you're in a rowboat Представьте себе, вы в лодке, and you have a sail. и у вас есть паруса. Augustine said, А Августин говорил you так. sit in the boat and your job is to put up the sail. Если вы сидите в лодке, ваша задача поднять паруса. Why? Зачем?
Because you want to be ready when the wind blows. Потому что вы хотите быть готовыми к тому, что ветер будет дуть в ваши паруса. And the wind is God working. И вот этот ветер, образно говоря, это Божья работа. If you don't put up the sail Если вы не поднимаете паруса, and the wind starts to blow, и ветер начинает дуть, what happens? что происходит? Nothing. Ничего. You just sit there, waiting and waiting. Вы просто сидите в лодке и ждете на что-то. How about you? Как насчет вас? Do you trust in the sovereignty of God? Верите ли вы в суверенитет Бога? Do you believe that He is in control of your life Верите ли вы, что Он контролирует вашу жизнь? and that He knows what's best? И Он знает, что для вас лучше. And number 3, Третье. we develop or reach contentment when we depend on God's strength in situations. Мы достигаем удовлетворенности, когда мы верим в Божью силу в любой ситуации. Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Давайте посмотрим на фото. Okay, this is what Paul does not mean. Это то, что Павел определенно не имел в виду. This is a football player. Это футболист. And he has the verse written on his shoes. И у него на бутсах футбольных написан этот стих. Philippians 4:13. Филиппийцам 4:13. So what's he thinking? Как вы думаете, о чем он думает? Oh, I can score 3 goals in this game Я могу забить 3 гола за один матч, because I can do all things through Christ who strengthens me. потому что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Let's look at the next picture. Давайте посмотрим на следующее фото. Here's a boxer. Это боксер. And what you can't see is right on his shoulder is a tattoo that says Philippians 4:13. У него есть тату, и там написано Филиппийцам 4:13. And look at the guy. Посмотрите на него. What's his challenge? Что ему нужно сделать? Right? He needs to knock out the other boxer, right? Нокаутировать другого боксера. Can you imagine the other boxer? Можете представить себе другого He looks боксера, at the guy у которого, with Philippians 4:13 который смотрит tattoo. на этого парня с этим He's тату? getting ready to. Yeah, so this guy means I can punch harder than the other guy. То есть это говорит о том, что я могу ударить другого боксера сильнее, чем он меня. And at least in the United States, we use this verse in this kind of way all the time. Ну, по крайней мере, в наших штатах мы используем именно таким образом этот текст, то есть вне контекста. I saw another graphic, Я видел еще and it had the verse, график, и там был этот стих, and in the middle of the verse where, you know what, like weights are, you bench press in the gym. ну, в спортзале, Right? And you gotta, когда вы делаете жим лежа. okay, I can promise you, if I go to the gym Я могу вам гарантировать, если вы пойдете в спортзал, and и I say Philippians 4:13 10 times, если вы увидите Филиппийцам 4:13 10 раз, and I get on the bench, и я буду лежать и делать жим, and I have 100 kilos on the меня- bar, и вес будет составлять 100 килограмм, you know how far that's going to go? как вы думаете, как я продвинусь насколько? Right? Yeah. But I claim the verse. Но я провозглашаю этот стих. Often what we do with this verse is we have a goal or a dream, Часто мы используем этот стих, когда у нас есть мечта или цель. oh, I can do it, Я могу это сделать. because Christ, and we want Christ to fulfill my dream and goal. Да, потому что Христос, мы хотим, чтобы Он исполнил, осуществил все наши мечты и цели. It's really actually a little bit like the false gospel of prosperity. Ну, это чем-то напоминает ложное Евангелие процветания, если вы слышали. Now, we understand, right? Christ lives in us. Мы понимаем, что Христос живет в нас, He does give us strength. Он дает нам силу. But what does he mean here? Но что это значит в этом стихе? He means that Christ has given him the strength to go through these situations.
Но в этом случае Павел говорит, что Бог дает ему силу проходить через эти все обстоятельства. When he doesn't have enough money, Когда у него нет достаточно денег, when he does have enough money, when he does have, когда у него нет достаточно when денег, he doesn't have enough food, когда у него нет достаточно when he еды, does have enough food, когда у него нет достаточно еды, when he's in prison, когда он в тюрьме, or he's not in prison. когда он не заключен в тюрьме. He has the Holy Spirit, У него есть Дух Святой. and he can face these spiritual trials and situations because of Christ. И он может проходить через эти все испытания и сложности благодаря Иисусу Христу. Christ is enough. Христа достаточно. This is what Paul is saying. Это то, о чем Павел в этом случае говорит. Jesus is enough. Христа достаточно. Paul didn't say Jesus plus freedom. Павел не говорит Иисус плюс свобода. Paul didn't say Jesus plus filet steak. Steak, like really good food. Павел не говорит Иисус плюс стейк. He never said Jesus plus a lot of money. Он не говорит также Иисус плюс много денег. He said Jesus is enough wherever I am. Христа достаточно, то, о чем говорит Павел, там, где я нахожусь, в тех обстоятельствах, которые переживаю. Do you remember when Paul prayed 3 times? Помните, Павел молился как-то 3 раза о чем-то? Oh, take this thorn out of my flesh. Он молил, чтобы Бог удалил жало из плоти. I don't know what the thorn is, Мы не знаем, что это такое. but it's not important. И это не так важно. Because Paul said that when I am weak, then I'm strong. Но важно то, что Павел говорит, когда я слаб, тогда я силен. Because of Christ. Потому что Христос. It doesn't matter what my circumstance is. Это не так важно, в каких обстоятельствах мы We находимся. have the power and strength of Christ. У нас есть сила Иисуса Христа. Who are you depending on today? От кого вы зависите или на кого полагаете сегодня? Maybe you're facing a difficult situation Может быть, вы проходите через сложные обстоятельства. and you're trying to solve it in your own power. И вы пытаетесь их разрешить при помощи своих сил. And Paul says, И Павел говорит, no, you have the power of Christ in you. у вас есть сила Иисуса Христа You внутри вас. can face the situation. Вы можете встречать эти обстоятельства. Paul doesn't promise that the situation is going to turn out the way you want. Павел не говорит о том, что эти обстоятельства будут оборачиваться так, как вы этого хотите. But you have Christ. Но у вас есть Христос. So how can we apply this? Как мы можем это применить сегодня? We can reach contentment in our lives when we find peace and joy in Christ. Можем получить удовлетворенность, когда мы обретаем мир и We believe in the sovereignty of God. И когда мы верим в суверенность Бога, And we в нашей depend on жизни, God's strength. и когда мы полагаемся на Его силу. But here's some real practical things that we can do. Вот один практический совет, который мы можем исполнить. Number 1, Первое. practice being thankful. Старайтесь быть благодарными. Why? Почему? Number 1, it's Yeah. biblical. Потому что это библейский совет. Paul said, be thankful in everything. За все благодарите, Павел говорит. So it's biblical to be thankful, right? Это библейский подход быть благодарным. But also number 2, Но также второе. researchers tell us that people who are thankful, quite frankly, have better lives. Исследователи заметили, что люди, которые благодарны, то откровенно у них лучше жизнь. They tend to be happier. Они имеют тенденцию быть более счастливыми, Have more friends, иметь больше друзей, be happier about life. быть счастливыми. But most importantly, it's biblical. Но самое важное – это библейский принцип. So what can you do? Что можем сделать? You can start a list of what you're thankful for. Вы можете составить список, за что вы благодарны. And so one thing that I try to do,
Одна вещь, которую я стараюсь делать, I have a little journal, у меня есть небольшой журнал, and I write several things that I'm thankful for. и я пишу туда несколько вещей, за которые я благодарен. Almost every day. Почти каждый день. Why? Почему? Perspective. Right? You always realize what you have. Вы всегда понимаете, что вы сейчас уже имеете. Second, Второе. you have to learn contentment. Вы должны научиться, как быть удовлетворенным. So be thankful. Будьте благодарны. But second, Второе. if you're facing a really hard situation right now, Если ваша вера переживает сложные обстоятельства прямо сейчас, ask God to show you what He's teaching you. What does He want you to learn? попросите Бога открыть вам, чему Он хочет вас через эти обстоятельства научить. Instead of complaining, Вместо того, чтобы жаловаться, look at the situation. посмотрите на эту ситуацию. What can I learn? Чему я могу научиться? What is God doing here? Что Бог делает в этом? What am I going to learn about God? Чему могу научиться о Боге из этой ситуации? It'll help change your perspective. Because, just like Paul, God desires for us to be content in all things. Бог хочет, чтобы мы были удовлетворенными во всех обстоятельствах. The question is, are you content? Но вопрос в том, удовлетворены ли вы? And if not, why are you not content? И если нет, то почему? Start a list. Начните этот список. Be thankful. Будьте благодарны. And ask the right questions. И всегда задавайте правильный вопрос. God is in control. Amen? Бог всегда все контролирует. Аминь.